Вареный сапог, каша из лишайника и деревянный хлеб. Как по-вашему, что связывает между собой эти странные словосочетания? Не поверите, но это то, что, возможно, ели на обед или ужин мои предки. Или ваши. Это история о том, как люди смогли выжить там, где выжить было невозможно. И что способен съесть человек, когда есть абсолютно нечего. Клубни сгнили и не годятся для употребления в пищу ни человеку, ни животному. Ужас пронзил страницы Freeman Journal, вторя отчаянию тысяч ирландских семей. Думаете, я специально сгущаю краски, чтобы вызвать мурашки у своих прекрасных слушательниц? Хорошо бы, если так, но увы. Картофель в 19 веке был ирландцам жизненно необходим. Когда урожай пропал, сотни тысяч людей погибло, еще сотни тысяч были вынуждены покинуть родные берега в поисках спасения. Но ведь многие выжили, несмотря ни на что, дошли до конца. Если жители прибрежных районов еще могли уповать на щедрость моря, то в сердце острова, вдали от соленых волн, царила безысходность. И вот перед нами первые свидетели отчаянной борьбы за выживание. Два блюда, чьи названия едва ли вызовут аппетит, но чья роль в истории целого народа неизмерима. Хлеб из коры. Чтобы хоть как-то обмануть голод, люди сдирали грубую внешнюю оболочку связов и сосен. Их целью был тонкий слой внутренней коры – камбия. Ее сушили под скудным ирландским солнцем, а затем, прилагая неимоверные усилия, перетирали в грубую, волокнистую муку. Эту субстанцию, далекую от привычного нам хлебного теста, смешивали с ничтожным количеством настоящей муки. Ну, как вы понимаете, друзья мои, найти ее можно было далеко не всегда. Поэтому чаще всего измельченную камбию просто смешивали с водой. Серая, безвкусная масса едва ли могла насытить. Зато она заполняла пустой желудок и дарила ощущение сытости. Удивительно, но деревянный хлеб пережил трудные времена и стал визитной карточкой северных народов. Конечно, хлеб из хвойной муки, который вы, возможно, имели счастье попробовать, мало чем напоминает своего прародителя. Зато тот хлебушек был поистине спасительным. Другим спасительным даром природы стала кусачая крапива. Вы скажете, не такой уж плохой продукт, сейчас из нее готовят много блюд и напитков. Я и не спорю. Только вот, когда в блюде из крапивы нет других ингредиентов, употреблять ее в пищу радость сомнительная. Зато спасительная, а это главное. Ирландцы собирали молодые побеги, стараясь уберечь руки от болезненных ожогов. Главной задачей становилась нейтрализация жгучих волосков. Самым распространенным способом была варка. Крапиву бросали в кипящую воду, где она теряла свою колючесть и становилась мягкой, отдавая воде часть своих питательных веществ. Получившийся горьковатый отвар также употребляли, стараясь не упустить ни капли. Иногда крапиву пропаривали над огнем или даже раздавливали, чтобы разрушить зловредные волоски. Вареную крапиву ели как подобие овощей, добавляли в редкие похлебки, а ее питательный отвар согревал и давал хоть какие-то силы измученным голодом людям. Эти блюда, хлеб из коры и вареная крапива, не были вкусными, не давали много энергии, но в страшные годы черного лебедя, внезапно обрушившегося фитофторозом на цветущие картофельные поля Ирландии, они стали символом отчаянной борьбы за жизнь. Крошечными островками надежды в бушующем море голода. Финляндия середины 19 века. Лето 1866 обернулось зловещим предзнаменованием. Холодные дожди и ранние заморозки погубили посевы. Следующий год принес еще более жестокий удар. Ледяная весна сменилась засушливым летом, уничтожив последние надежды на урожай. Голодная тень накрыла страну. Неурожай зерновых, слабо развитая инфраструктура и трудности с импортом продовольствия привели к катастрофе. Целые семьи оставались без средств к существованию. В этот мрачный период истории финны научились готовить то, что раньше считалось лишь неотъемлемой частью их живописных лесов, но никак не едой. И снова кора деревьев, а еще мох и лишайники. Что притихли? Да, лишайники, вы не ослышались. Надеюсь, с каждым моим словом вы все больше учитесь ценить то, что дает нам жизнь. А вы знаете, что мох и лишайники живут от нескольких десятилетий до сотен, вообразите только сотен лет. Но в период с 1866 по 1868 год их вековой покой в Финляндии был жестоко нарушен. Зато как стране помогли. Мох, особенно оленей мох, ягель, собирали в больших количествах. Этот жесткий, волокнистый материал было крайне трудно переваривать, поэтому его пытались сделать хоть сколько-нибудь съедобным всеми доступными средствами. Его сначала тщательно промывали, затем долго кипятили, чтобы хоть немного размягчить. После этого мох иногда рубили на очень мелкие части и добавляли в него небольшое количество муки, если она еще оставалась, конечно. Затем из полученной массы пекли подобие лепешек или хлеба. Вкус получался, откровенно говоря, не очень. Он был горьким и землистым, а питательная ценность такой выпечки ничтожно мала. Зато люди могли испытать это ни с чем не сравнимое, блаженное ощущение сытости.
Еще одним источником выживания стали лишайники. Вы что-нибудь слышали про исландский мох? Научное название цитрария исландская. И на самом деле это вовсе не мох, а лишайник. А лишайник представляет собой странный симбиоз грибов и водорослей. Вот так все запутано. Так вот, финны его собирали, тщательно очищали и долго вываривали в щелочной воде. Чтобы удалить горькие вещества в воду, часто добавляли золу. После многократного промывания лишайник разваривался до состояния слизистой массы. Прямо волосы дыбом, как представлю, а у вас? Эту массу могли есть в чистом виде или смешивать с небольшим количеством муки для приготовления жидкой каши или похлебки. Вряд ли крестьяне в Финляндии и других северных стран тогда могли научно объяснить полезность этого лишайника, но, конечно, они о ней догадывались и использовали цитрарию в лечебных целях. В будущем его признают природным иммуномодулятором. Исландскому мху по сей день находится применение и в кулинарии. Он входит в состав некоторых традиционных исландских блюд. Также его могут использовать в качестве загустителя в супах и других блюдах после специальной обработки для удаления горечи. Некоторые производители добавляют экстракт исландского мха в напитки и пищевые добавки. Но бывали в истории моменты, когда мох и лишайники становились не просто лекарством и не просто пищей. Они становились последней надеждой, шансом выжить. Финны и ирландцы выжили, можно сказать, благодаря подножному корму. Но лютая зима в 1941 не дала ленинградцам такого шанса. Блокадный Ленинград стал для своих жителей не просто пленом, а пленом ледяным. Долгих 900 дней и ночей противостоял город смертельной осаде. Но та первая зима была самой страшной. Запасы продовольствия быстро иссякали, и перед лицом неминуемой гибели ленинградцы были вынуждены искать спасение в самых невероятных источниках. То, что в мирное время считалось несъедобным, в блокадном аду становилось драгоценной возможностью продлить жизнь. Отчаяние заставляло людей обращаться к веществам, которые в обычных условиях никому бы не пришло в голову попробовать. В ход шел даже гидролизный спирт, получаемый из целлюлозы. Его пытались использовать как источник калорий, хотя это было крайне опасно и могло привести к отравлениям. Нельзя не отметить особую роль в выживании ленинградцев Невской воды. Замерзшая Нева становилась не только дорогой жизни, связывающей осажденный город с большой землей, но и источником хоть какой-то жидкости. Люди топили снег и лед, чтобы получить воду для питья и приготовления скудной пищи. В блокадном Ленинграде хлеб стал основой рациона. Его состав менялся в зависимости от наличия сырья. Вначале использовали ржаную и овсяную муку, подсолнечный жмых, солод, обойную пыль. Позже в тесто начали добавлять обработанную древесину, перемолотую бересту, семена дикорастущих трав, мучную пыль со складов. 25 или 250 граммов на человека в день. Эти граммы строго отмерялись на весах и становились основным и часто единственным приемом пищи. Сколько названий хлеба вы знаете? Какой предпочитаете? Чиабатту, бриош, может быть хлеб из цельнозерновой муки или мягкую, как пух, пшеничную булку. Уверяю вас, никто из нас никогда не ел пищи вкуснее и желаннее того блокадного хлеба, тех 150 грамм. Но выживать на таком пайке было невозможно, поэтому в ход шло все, что могло хоть как-то поддержать. Столярный клей варили и процеживали, получался студень. Обойный клей превращали в кисель. Кожаные ремни и подошвы вымачивали и варили как бульон. Пекли лепешки из жмыха и обойной пыли. Перемалывали сухую траву, крапиву, ботву, иногда мебельную труху. Глицерин из аптечки капали в горячую воду. Вместо сахара. И были так называемые деликатесы. Если удавалось достать свеклу или морковь, варили густую массу, похожую на мармелад, без сахара, но со сладостью надежды. Кофе из жареных желудей, ячменя, иногда даже опилок. Варенье из моркови, сушеных яблок, кабачков. Напоминаю, все перечисленные деликатесы. Эти лакомства были далеко не всегда и далеко не у всех. А если вдруг удавалось добыть сахар, это был настоящий праздник. Его не ели, но держали под языком, чтобы дольше чувствовать вкус. В самые мрачные времена голода, когда желудок сводит от пустоты, а в глазах темнеет от слабости, рождаются не только отчаянные рецепты выживания, но и истории, полные надежды и изобретательности. Одна из таких историй — суп из камня. Помните бравых солдат, обманувших скупых жителей деревни? Они хитростью убедили их добавить в котел с камнем все нужные для супа ингредиенты. А те глупые потом радовались и удивлялись, что из камня получился такой чудесный суп. В разных странах существует несколько вариаций этой сказки. Есть такие, кто считает, что суп из камня — это не полная выдумка. Роберт Кийосаки предполагает, что во время Великой депрессии 30-х годов 20 века бедные американские семьи, едва сводившие концы с концами, прибегали к необычной хитрости. Когда им удавалось сварить хоть какой-то бульон, на дно котла клали большой камень. Считалось, что камень впитывает в себя аромат и вкус этого редкого угощения.
А на следующий день, когда еды совсем не было, этот камень вновь отправлялся в кипящую воду. И детям, измученным голодом, казалось, что они снова едят суп, ведь в воде чувствовался слабый, едва уловимый аромат вчерашней трапезы. Известный автор книг о финансах упоминал, что в Китае и Японии пища традиционно готовилась в керамических горшках. Пористая структура глины действительно способна впитывать ароматы готовящихся блюд и постепенно отдавать их при последующем использовании, придавая даже простой воде легкий вкусовой оттенок. Возможно, именно эти древние кулинарные традиции породили легенды о вкусовых свойствах камней и глиняной посуды в голодные времена. Конечно, суп из камня — это прежде всего фольклор. Однако эти истории имеют под собой глубокую психологическую подоплеку. Камень не мог накормить, но сама история о нем могла дать голодным нечто большее — утешение и веру. Сегодня многие с интересом смотрят тревел-шоу и реалити-эксперименты вроде «Последнего героя». Нас завораживает, как отчаянные участники жуют скорпионов, хрустят личинками, пробуют кузнечиков и тараканов. Кому-то просто интересно, кто-то даже сам отправляется в подобные путешествия, проверить, на что способен желудок и дух. Но были времена, когда все это было не игрой. Употребление насекомых, змей, кореньев — не дань экзотики, а вопрос выживания. Особенно для европейцев и американцев, для которых подобная пища была более чем непривычной. Во времена Великой депрессии, когда пыльные бури опустошали поля, а еда становилась роскошью, американцы Среднего Запада начали искать пропитание буквально под ногами. Саранча и кузнечики, которые прежде считались бедствием, вдруг превратились в спасение. Их собирали вручную, обжаривали на сковородках, запекали в духовке, измельчали в муку и добавляли в каши или лепешки. Кузнечики становились белком, которого так не хватало в рационе. Горьковато, хрустяще, но питательно. Эти практики не были новыми. Их заимствовали у коренных американских племен, например, у шошонов, которые загоняли насекомых в ловушки и жарили на углях. Личинки, муравьи, даже жуки. Все это использовалось в рационе задолго до появления консервов и холодильников. Да, подобная пища вызывала отвращение у городских жителей, привыкших к хлебу и мясу. Но когда выбор стоял между голодной смертью и горсткой насекомых, выбор был очевиден. Экстрим? Тогда это называлось иначе. Борьба за жизнь. Сегодня мы смотрим, как кто-то ест сверчка в кадре и хмуримся или смеемся. А ведь в истории наших бабушек и дедушек были моменты, когда такой кадр был бы будничной реальностью. Дорогие друзья, в этом выпуске мы с вами совершили, признаться, довольно печальный экскурс в историю человеческой нужды. Мы говорили о временах страшного голода и о том, как люди были вынуждены искать пропитание в самых неожиданных и порой пугающих местах. Но я хочу немного поднять вам настроение и показать, что даже самые тяжелые времена могут стать отправной точкой для чего-то прекрасного. Сегодня мы вспомним блюда, которые появились на свет именно в кризисные годы, но смогли не просто пережить их, а и дойти до наших дней, порой совершенно преобразившись. Сегодня они занимают достойное место на наших столах. Приготовьтесь узнать удивительные истории о том, как нужда породила кулинарную изобретательность. Италия подарила миру поленту. Изначально она была простой кашей из грубо смолотой крупы, чаще всего ячменной или гречневой. Кукуруза появилась в Европе немного позже и была доступна не всем. В тяжелые для страны периоды это было дешевое и сытное блюдо, спасавшее от голода бедняков. Сегодня полента готовится в основном из кукурузной крупы, приобрела множество вариаций и подается как гарнир к изысканным блюдам или как самостоятельное блюдо с сыром, грибами и трюфелями. Простота голодных времен превратилась в кулинарную гибкость. Похожая история у мамалыги, блюдо родом из Молдовы и Румынии. Она также представляла собой простую кашу из кукурузной муки, заменявшую хлеб для бедных крестьян. В голодные времена это было основное средство пропитания. Сегодня мамалыга остается важной частью национальной кухни, подается с брынзой, сметаной, мясом и другими добавками, демонстрируя свою устойчивость и эволюцию. Хотя хаш считается древним блюдом, его корни, вероятно, уходят во времена, когда использование всех частей забитого скота было необходимостью. Это сытный бульон из говяжьих ножек и рубца. Долгая варка делала даже самые жесткие части съедобными. Сегодня хаш — звезда кавказской кухни. Это не просто еда, а целый ритуал, особенно популярный в холодное время года. В нем прекрасно все, от подачи до вкуса. Супы-похлебки из дикорастущих трав и растений. В периоды голода люди были вынуждены собирать и варить различные дикорастущие травы, листья и корни, чтобы хоть как-то наполнить желудок. Многие из этих растений сегодня считаются сорняками. Однако идея использования дикоросов в пищу не исчезла полностью. В современной кулинарии наблюдается возрождение интереса к дикорастущим съедобным растениям, которые добавляют уникальные вкусы и ароматы в блюда высокой кухни.
С вами был и будет Панкейк. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, я вас все равно люблю. Пишите, если знаете необычные или даже дикие примеры того, что употребляли в еду, и это помогло выжить. Может быть, вы даже слышали подобные рассказы от первоисточника? Тогда это интересно вдвойне. До встречи, друзья!